Честно говоря, когда я садился за прошлый ролик, я рассчитывал минут на 20. А в итоге мы с вами зависли на все 45. Поэтому сегодня предлагаю взять что-то полегче. Например, форель. С луком, с помидорами, да под свежий хлебушек. Но красота же. Ой, простите, не туда занесло. Я, конечно, не про речную рыбку форель, а про форель. Первую подводную лодку, построенную в Германии фирмой Круппа. Так что тема сегодняшнего ролика — экспериментальная подводная лодка «Форель». Но прежде чем нырнем в архивы и исторические сводки, давайте зададимся вопросом. А почему вдруг она? Почему этот крошечный прототип? Вот вы часто бываете на модельных слетах и выставках. Что там обычно про это был? Правильно, танки и авиация. В последнее время еще и миниатюры набирают обороты. Флот, конечно, тоже есть, но масштабы не те. А если уж в зале стоят парусники, то все взгляды посетителей прикованы только к этим такелажам и парусам. А что мы видим в секции подводного флота? В основном немецкие семерки и девятки времен Второй мировой. Ну или современные атомные гиганты. А что по эпохе до мировых войн? И тут-то выясняется, что там практически пустой невод. Если на всю выставку и найдется одна такая лодка, то велика вероятность, что это единственная будет ваша. Так, историческая сводка. Подводная лодка «Форель» — образец техники настолько редкий, что информации по ней, казалось бы, должно быть, кот наплакал. Я и сам так думал, пока не полез в архивы. Выяснилось, данных и фотографий хоть и не на целую книгу, но на хорошую статью в журнале точно хватит. И это при том, что смартфонов тогда не было, а каждый снимок был событием. Ну что ж, погружаемся. История началась в Германии 1903 года на верфях Круппа. Строили ее по чертежам испанского инженера Раймондо де Эквилея. Зачем? Крупп хотел заманить немецкое правительство новым чудо-оружием. Но кайзеровские чиновники лишь пожали плечами. Проект оказался неудел, пока на горизонте не появилась Россия. В 1904 году «Форель» была подарена Русской империи как приятный бонус к контракту на постройку 3 больших лодок типа «Карп». Хотя подарок оценили в солидные 100 тысяч рублей. Наши инженеры, легендарные Бувнов и Беклемишев, осмотрели ее в Киле и вынесли вердикт. Работа сделана удовлетворительно. Берем. 7 июня 1904 года «Форель» на железнодорожной платформе в сопровождении немецких спецов отправилась в Липову, которую мы сегодня знаем как Липаю. Специалисты были нужны, чтобы обкатать технологии и научить наших моряков не бояться этой железной сигары. Поначалу подводники смотрели на «Форель» с опаской. Слишком маленькая, слишком простая. Доверие появилось только после того, как капитан 2-го ранга Беклемишев лично совершил на ней погружение и дал высокую оценку. После этого матросы потянулись на службу. Уже 26 июля лодка произвела первые торпедные стрельбы. После обучения и с уже установленными 2 торпедными аппаратами «Форель» под командованием лейтенанта Л. Раптилина была передислоцирована в Кронштадт, где она официально 21 августа 1904 года была зачислена на службу в качестве миноносца «Форель». Ну, а 21 августа 1904 года она, будучи погружена в вагон по железной дороге, снова отправилась в путь. На этот раз через всю страну, во Владивосток.
2 августа 1904 года она прибыла в пункт назначения, став первой подводной лодкой России на Тихом океане. Шла русско-японская война. Конфликт двух империй за влияние в Азии. Не будем глубоко погружаться в причины неудачи той войны. Об этом сказано много, в том числе в прекрасном романе Валентина Пикуля «Крейсера». Скажем лишь, что главная беда была в недооценке противника и надежде на шапкозакидательство. Хотя Форели не довелось выпустить торпеду по врагу, она стала мощнейшим психологическим оружием. Японцы знали, у русских в Владивостоке есть невидимая смерть. Это заставило их флот нервничать. Ну, по крайней мере, у берегов Владивостока. Ирония судьбы в том, что 5 месяцев лодка выходила в море безоружной. Заказанные в Берлине 45-сантиметровые торпеды Шварцкопф просто не доехали. Чтобы не пугать экипаж бесполезностью, Форель патрулировала залив в паре с лодкой «Дельфин», у которой торпеды были. Командир Тиллен при этом писал, считая Форель одним из самых удачных типов. К 1906 году на Дальнем Востоке было уже 12 новых субмарин, и Форель перевели в разряд учебных. Но морская служба Форели не была гладкой. 17 мая 1910 года во время похода у лодки сели батареи. Ее взяла на буксир собрат подводная лодка «Бычок». Люк Форели оставили открытым для вентиляции. При рывке буксирного троса лодка накренилась, черпнула в воду и ушла на дно. Экипаж чудом успел выскочить. Когда лодку искали тралом, произошел курьезный и пугающий случай. Водолаз коснулся перископа на глубине 26 метров и получил ощутимый удар током. Батареи все еще работали. Лодку подняли краном. Хотели отправить обратно в Либаву на ремонт, но не сложилось. После 1910 года ее следы теряются. Кто-то говорит, что она во время гражданской войны, сильно поврежденной настройкой и демонтированными торпедными аппаратами, хранилась на берегу Владивостока. Кто-то, что ее продали в Маньчжурию на металлолом в 1912. В сети даже есть небольшое описание конструкции субмарины «Форель». Лодка была однокорпусная. Сверху прочного корпуса размещалась небольшая рубка и настройка с несколько приподнятой носовой оконечностью. Имела сильно развитый кормовой горизонтальный стабилизатор. Носовые и кормовые горизонтальные рули. Двигателем надводного и подводного хода служил электродвигатель, работающий от аккумуляторной батареи. Снизу прочного корпуса устанавливался сбрасываемый балласт. В средней части прочного корпуса была размещена балластная цистерна. Достоинством лодки была ее транспортабельность. Она могла быть помещена в железнодорожную платформу без разборки. Водоизмещение 17-18 тонн, размеры 12,5 на 1,65 и 1,1 метр. Скорость хода в узлах 4,5-3,5. Дальность хода в милях 20-18. Глубина погружения 30 метров. Ну, а теперь пройдемся по моделям. Данный образец техники встречается в бумаге от юного моделиста-конструктора. Буду краток. Сам не собирал, поэтому перейдем сразу к пластику. Есть только один вариант. Микромир. Фирма, скажем прямо, не самая растиражированная, и знают о ней далеко не все. Но, тем не менее, у них можно найти уникальные прототипы морской техники. Один из них как раз наша «Форель».
Набор стандартный. Один прозрачный литник для рубки, 3 литника серого пластика, небольшая плата фототравления, декаль и подставка. Ну и инструкция, куда уж без нее. Все просто и скромно. В сборке модель не капризная, но по опыту скажу, шпаклевка все же понадобится. Я свою уже собирал. И дам один совет. Прозрачный литник рубки с иллюминаторами можно было смело делать из обычного серого пластика. Окошки настолько малы, что через них все равно ничего не разглядеть. Так что не тратьте время на маски. Смело задувайте грунтом и краской. А потом просто выделите их тонкой кисточкой. Набор хоть и простой, но мелкое травление и тонкие детали требуют аккуратности. В целом, такую субмарину можно собрать и покрасить буквально за 3 дня. Но давайте сделаем небольшое отступление от форели в пользу самого производителя. У Микромир, несмотря на их скромную популярность, есть масса интересных вещей. Например, немецкая подводная лодка типа УБ-1. Это мини-субмарина времен Первой мировой. Их построили тогда всего 20 штук. На корме у нее очень примечательный элемент окраса. Рыбьи глаза и улыбка. Далее легендарная CSS Хонли. Лодка конфедератов 1863 года. Первая в истории субмарина, потопившая вражеский корабль в ходе боевых действий. Если хочется чего-то помощнее, есть дизель электрическая USS Кровлер SSG 577, вооруженная 4 крылатыми ракетами. В строю их было всего 2. Прослужили с 1958 по 1964 год. Любителям необычного советую присмотреться к лодке «Давид». Снова гражданская война в США. Она на паровом ходу, сигарообразной форме и с шестовой миной в носовой части. Тут же находим и знаменитую черепаху 1776 года, которая тоже успела повоевать. Ну и, конечно, субмарина «Дельфин». Мы ее вскользь упоминали, когда говорили об истории форели. В коллекции она станет идеальным дополнением к нашей сегодняшней героине. Прототипов у фирмы еще много. Из них можно собрать по-настоящему уникальную морскую коллекцию. И будьте уверены, на выставках мимо таких работ равнодушно точно никто не пройдет. Однако есть и минус. Это цена. Глядя на качество печати, оформление коробки и инструкцию, у некоторых моделей этого бренда ловишь себя на странном чувстве. Да, альтернатив в пластике нет, но ощущение, что ты слегка переплачиваешь, никуда не девается. Я знаю одного моделиста, который за такие деньги готов во дворе как минимум гонять воробья до заката. Так что тут все упирается в исключительно ваше желание. Насколько сильно вы хотите именно этот образец в свою коллекцию, чтобы закрыть глаза на ценник. Ну, а теперь пришло время похвастаться. Вот она. Собрал я ее, скажем так, в 2 подхода. В первый раз, назовем это периодом моей временной криворукости, я не особо обращал внимание на мелочи. Там шов не зачистил, тут шпаклевку не положил. Будем честны, просто поленился. Собрал по-быстрому и отправил на полку. Но время шло. Руки потихоньку выпрямлялись, и старые косяки начали буквально резать глаз. Так случился второй подход. Работа над ошибками. В ход пошли шпаклевка, напильник и наждачка. Сверху слой грунта и в малярку. Сама модель в плане окраски простая,
Но это дает пространство для маневра. Можно поиграть с тонами, сделать высветленные полосы на корпусе, имитировав блики отраженной воды. Ну, по крайней мере, у меня была такая идея. А еще эта модель стала для меня отличным полигоном для освоения масляных красок от АК Интерактив. Техника простая. Наносим несколько близких друг к другу по цвету оттенков мелкими точками и аккуратно растушевываем white спиритом. Тут главное правило: лучше не досолить, чем переборщить. И знаете, результатом я остался доволен. А теперь короткая рекламная пауза. У вас вечно не хватает времени на хобби? Не знаете, когда сесть за модель, а выставка уже завтра? Не беда. Представляем наш эксклюзивный сертифицированный товар прямиком из Липаи. Консервированное время. Все просто. Откройте банку, и пусть весь мир вокруг вас замрет. В продаже имеются упаковки по 1 часу, 12 и даже 24 часа абсолютного покоя. Занимайтесь любимым делом тогда, когда хочется именно вам. Хватит позволять времени управлять вами. Возьмите время в свои руки. Наш продукт универсален. Он идеально подходит для домашних заданий с детьми, игр домочадцами или дрессировки питомцев. Хватит и на хобби-хорсинг. Можете потратить его на мытье посуды или генеральную уборку. Впрочем, мы-то знаем, на что вы его потратите на самом деле. Свободно тратьте его на свои нужды. Приобретайте консервированное время, мы сами не знаем где. Внимание! Чрезмерное употребление продукта вызывает привыкание и неконтролируемое желание собрать еще одну модель. Хоть моей форели до оригинальной субмарины далеко, но свой поход в Клайпеду на выставку стендового моделизма она совершила. Даже вагон не понадобился. Вполне хватило места в обувной коробке. Еще и немножко свободного осталось. Выставка проходила в конце августа 2025 года. От моего города на автобусе рукой подать. Собрал вещи, погрузил модели и форель, 2 обувные коробки и отправился в путь. А вот и транспорт. Ну что, поехали? Клайпеда, хоть это небольшой город, но посмотреть тут есть на что. И дельфинарий, и морской музей. Впрочем, все это я оставлю каналом про путешествия. Нас же интересует замковый музей. Именно там, в конференц-зале, развернулась выставка стендового моделизма. И хотя зал невелик, и работ было не так уж много, выполнены они были на высоте. Масса интересных моделей и категорий. Бумажные работы по качеству и количеству ничуть не уступают пластиковым. На выставке присутствовали и звезды кинематографа. Всех встречал сам Волли, а вот он и сам. Играла волшебная музыка в исполнении волшебника из Риги. Только послушайте, как он играет.
Хотя, если быть честным, то в зале стоял гам. Все моделисты хотели поболтать друг с другом, обсудить свои и чужие работы, ну и про планы на будущее. Поэтому музыку практически не было слышно. Но, уверяю, волшебник хорошо играл. Он даже дает концерты. Будет у вас свободное время, обязательно сходите на его выступление. Кстати, у него тоже есть свой канал по моделизму. Волшебник Scale Modeling Studio. Был на выставке и ведущий специалист по тракторной технике из Беларуси. Да-да, я говорю о Евгении Жиркевиче. Мне даже удалось с ним потягаться тракторами Holt 75. Но об этом я поведаю уже как-нибудь позже. Между прочим, у Евгения недавно появился свой проект на Ютубе под названием Tractor Scale – тракторный масштаб. На выставке проходили военные маневры с применением военной техники. Ну вот, моя форель на презентационном столе. Честно говоря, когда рядом появились другие подводные аппараты немецких времен Второй мировой войны, в голове прозвучало: ну, приплыли. Мне показалось, что моя работа просто скрылась в их тени. Однако на деле все прошло иначе. В категории «Подводные аппараты» моя работа получила медаль и диплом. Неожиданно. Конечно, организаторы провели мероприятие так, чтобы каждый участник получил по медальке для популяризации стендового моделизма. И у них это отлично получилось. Одним словом, приятно. Мне удалось пообщаться с другими моделистами, показать свои работы, не только форель. И домой я вернулся уже не с пустыми руками. Думаю, на этом данный выпуск закончим. Ну, а я продолжу. Ну, в смысле, готовить следующий выпуск.